аллейная стрит-фотография. Полчаса, чтобы быть вдвоем. Есть ли какие-то особенности в пейзажной фотографии в снегопад? Я надеюсь, вы не потеряете ваши часы. Это терапия. Не обязательно куда-то далеко идти. Насколько нам будет интересно смотреть, ну, я думаю, что вы их обнаружите вместе с Фарионычем. Кому это видео будет интересно? Да всем людям, которые интересуются фотографией. Если вы готовы отправиться вместе с Фарионычем, то давайте сделаем это прямо сейчас. Потратив всего полчаса времени, вы сможете сделать сюжет интересный для многих в разных лентах и соцсетях. Так как этот сюжет связан с необычным, а для России это обычное явление, это снегопад. И сегодня мы с вами снимаем стрит-фотографию в снегопад вечером. Плохое время для прогулок, но отличное время для съемки. Это будет короткий выпуск для тех, кто интересуется съемкой в таких сложных условиях метео. Благодарность за то, что вы смотрите канал. И мы с вами не пойдем через реку. Почему? Потому что я утром вышел, посмотрел, там везде проталины. То сейчас это засыпано снегом, на самом деле там все открытое. Поэтому перейти на ту сторону не получится. Для начала хочу сказать, что многие считают, что это время сложное. И поэтому не хочется никому выходить из дома. Но я могу сказать так, что это время как раз самое интересное. Когда идет снег, когда вьюга. Я думаю, что ответы здесь рядышком находятся. Видите, какая красота. Друзья, если вы завидели такую погоду из окна или еще откуда-то, бросайте все дела вперед на фотосессию. Я хочу расставить вам несколько аспектов, важных для вот такой стрит-фотографии в таких сложных условиях. Во-первых, нужна сумка, которая хорошо защищает, и при этом техника не должна в ней потеть. Это могут быть разные сумки. У меня есть на канале выпуски про такие сумки. Обязательным необходимой съемки в таких условиях является бленда. Но бленда вот такая цилиндрическая, не то, что я вам сейчас покажу. Потому что это закрывает вашу оптику и ваши фильтры от брызг, которые вам помешают снимать вторым аксессуаром. А вот такой видоискатель, если у вас зеркальная камера, вообще никаких проблем. Но вам нужно, во-первых, получить закрытый доступ, чтобы снег не попадал на ваш дисплей или видоискатель. Во-вторых, эта штука превращает вас в некое подобие трипода. Друзья, я нахожусь на деревянной конструкции высокой для экстремальных велосипедистов. И она оказалась интересным подспорьем, если у вас нет с собой штатива, как сегодня у меня. Будем снимать. Позволяет вам снимать без штатива. Стрит-фотография предполагает съемку без штатива. Поэтому вы можете быстро это сделать и должны изучить камеру, как, например, сейчас я. Вы должны четко знать и успеть снять, повернув голову, и уже настройки должны были сделаны таким образом, что вы можете снимать. Для этого изучите свою камеру, изучите, как быстро переключаются режимы. Это обязательно, это очень важно для стрит-фотографии. Какие режимы вы будете использовать? Приоритетные режимы, выдержки, диафрагмы или мануальный режим, это уже на вашей стопе. Ваш главный пункт – это быстрая съемка. Увидел объект, вот как сейчас я, повернул и включил и снял. Быстрый режим съемки. Даже если вы этим не разбираетесь, откройте мануал вашей камеры, именно мануал. Там все написано, как быстро сделать настройки. Это аллея чернобыльцев. Она построена после события 50-х годов. Мне нравится съемка стрит-фотографии с силуэтами. И в данном случае, видите, мы видим людей, которые с самокатом. От того, друзья, насколько вы быстро будете реагировать, зависит результат вашей стрит-фотографии. В данном случае я нахожусь на аллее. Мы делали уже снимок, съемку здесь и летом, и осенью. Если повернетесь, увидите вот эту часть. Сейчас как раз такая же ситуация, как была в тот раз. Но из-за того, что я вышел позже, машины меньше светят. Поэтому я постарался сделать несколько кадров. И выбор диафрагмы, друзья, выбор апертуры очень важен в пейзажной фотографии. Это зависит от того, во-первых, насколько будет больше глубина резкости. Но здесь основное это резкость изначально самого объекта, главного. И вы должны выбрать главный объект. В стрит-фотографии всегда есть главный объект, так же как в пейзажной фотографии. И если в предыдущем случае я выбирал на самокате или на чем там угодно, также объектами съемки могут быть деревья, могут быть какие-то строения, объекты, фонари. В чем прелесть как раз такой съемки? Прелесть в том, что здесь все практически предметы становятся интересными из-за снега. Из-за того, что снег становится частью вашей истории. А стрит-фотография это прежде всего история, друзья. Поэтому насколько хорошо вы ее расскажете, насколько интересно будет вам, насколько нам будет интересно смотреть вообще это стрит-фотография. Я сейчас убираю камеру и попробую не занимать ваше время, а поснимать действительно что-то необычное.
такую погоду становится все практически черно-белым. Но если в ближнем плане вы найдете какие-то цвета, а в данном случае, видите, я нашел дерево, которое не сбросило листву, и здесь видно его цвет. Насколько близко я смогу поднести. Ну, в общем, видно цвет. Этот цвет, на самом деле, можно выделить, даже не прибегая к специальным программам Photoshop. Он будет абсолютно естественным. Такая фотография будет иметь большую ценность, поскольку цвет будет натуральный. Посмотрите, друзья, совершенно пустая аллея, но выбор фотографа и его мастерство зависит от того, насколько быстро он сможет найти какой-то интересный ракурс или построить его, или даже без штатива снять на очень длинных выдержках, что мы сейчас с вами и попробуем сделать. Что еще можно снять такое непримечательное? Вы знаете мою тягу съемкам силуэтов в красном цвете. И вот сейчас как раз приближается человек как раз в такой красной куртке. Единственный недостаток в том, что навстречу тоже идет фигура, которая нас будет отвлекать. И для того, чтобы это не произошло, мы с вами попробуем совместить эти фигуры в уходящем варианте и попробуем применить вертикальное построение кадра для того, чтобы усилить линии, которые, вы знаете, в композиции существуют линии. Эти линии имеют значение принципиальное для построения кадра. Бывает такая ситуация, когда объект закрывает один другого. Для этого нужно просто сместиться вниз и попробовать совместить эти объекты, тогда они будут не мешать друг другу, как произошло сейчас. Женщина, которая в сиреневом, она начала сближаться с другим человеком, и для того, чтобы их совместить, ну и, собственно говоря, чтобы не вырезать потом на постобработке, чтобы не тратить ваше драгоценное время, я просто изменил ракурс, изменил положение камеры в нижнюю точку. Вообще, честно говоря, в это время можно снимать и пейзаж, можно снимать много чего интересного. Про пейзажные фотографии в снег мы снимали. Посмотрите мои выпуски, зимние выпуски про пейзажные фотографии. Но сегодня у нас стрит-фотографии. У меня сегодня все руки заняты, друзья. Вот посмотрите, как это выглядит. Сейчас я весь уже белый, наверное. Ну, я практически завершил сессию. Я не буду долго расхаживать. Я хотел вам показать основные приемы. И давайте вкратце подведем, пока меня совсем тут не засыпало. Хотя, может быть, возможно, лучший кадр ваш всегда будет в самом конце. Обычно у меня так происходит. Первое, конечно, это осознанная фотография. Об этом я постоянно говорю. И подготовка фотографа заключается не в подготовке техники самой, да. Вот видите, что здесь под блендой. Ой, сейчас меня завалит тут точно. А в первую очередь подготовки самого фотографа как такового, чтобы поднять жопу с дивана, как говорит Павел Март, и пойти навстречу приключениям. Так что вот, друзья, дерзайте. Надеюсь, это видео поможет кому-то, и вы напишите комментарии. Вот у меня полностью запотел объектив. Видите, чтобы такого не произошло, нужно обязательно что с собой? Какой-то ткань иметь. Бывают случаи, когда вы не можете достать аппарат, или он у вас разряжен по каким-то причинам. Поэтому вы можете использовать экшн-камеру, вы можете использовать iPhone, все что угодно для того, чтобы делать какие-то фотографии интересные людям. Поэтому, друзья, пользуйтесь. Все, что у вас есть под рукой, как говорится, лучшая камера, которая у вас всегда с собой, и она готова. Но я сюда не пойду, потому что, несмотря на то, что речка кажется, что закрыта льдом, на самом деле это не так. Здесь все равно есть протоки, и здесь есть большое количество родников, которые мы с вами показывали, снимали в выпуске про японскую съемку. Но какие-то необычные места, даже в стрит-фотографии, с учетом того, что в стрит-фотографии, как правило, есть какие-то фигуры человека или какие-то предметы, не связанные с пейзажем. О, друзья, смотрите, какое дерево. В обычное время, летом, оно вообще никак не выглядит, совершенно простое. Но посмотрите, какой интересный ракурс. Из-за того, что снег прошел, дерево выглядит совершенно невероятно. Посмотрите, можно поискать какой-то ракурс. И сзади меня идут лыжники. Давайте попробуем их поместить в кадр, чтобы они как раз в районе дерева поместились. Для этого надо быстро достать камеру. О, народ как гуляет. Видите, как бросил все, рюкзаки и вперед. Решили полазать. Я сам такой был. Готов побросать все лишнее, чтобы только очутиться в лесу. Но ребята тоже, похоже, будущие фотографы или как минимум путешественники, точно. Пока трактора все не почистили, друзья, вы сможете увидеть первозданную красоту после снегопада. Весь побелел я, друзья, весь стал белым. Изучайте свою технику, готовьтесь
морально, психически, физически. И самое главное, друзья, встаньте с дивана. И если ваш ум, он вам всегда будет говорить: нет, плохая погода, я сегодня точно так же. У нас было чистое небо, и вдруг я увидел, все темным стало. Когда начался снег, я сказал: не пойду, буду заниматься теорией. А потом понял, что когда шансов нет, если дальше пойдет потом мороз, изменится погода, где шанс, что такое явление повторится? Практически нулевой. Иногда можно случайно даже найти людей, которые выделяются цветом, чтобы сделать некое подобное стрит-арт пространство. А с вами был Фавионыч, Сигмой Фавион. Следующая остановка — стрит-фотография с Фавионычем. Зимняя.